Посмотрите, какой у нас нежнейший крем, мягкое заварное тесто. Но это просто супер рецепт. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу приготовить просто замечательный рулет, который называется эклер. Он понравится всем любителям заварных пирожных с заварным кремом, эклеров и профитролей. Начну с приготовления заварного крема. Здесь у меня 4 желтка, добавляю щепотку соли. Я хочу сделать заварной крем именно на желтках, потому что он имеет более бархатистую, нежную текстуру и сам по себе получается вкуснее. Но если хотите, то вместо 4 желтков можно взять 2 яйца. Также добавляю 100 граммов сахара. Посмотрите, как красиво. Кухня — это все-таки художество. Взбиваю яйца с сахаром буквально 1 минуту, пока масса посветлеет. Смотрите, она прямо на глазах становится светлой и такой гладкой. Не нужно нам сейчас добиваться, чтобы сахар растворился, просто чтобы посветлели желтки. Всего я подогрела 500 мл молока, сейчас на глаз добавляю где-то 100 мл. Делаю это для того, чтобы было проще сейчас размешать крахмал. 40 граммов кукурузного крахмала. Добавляем и перемешиваем, чтобы не было комочков. Если добавить все молоко сразу, то будет намного сложнее перемешать, чтобы у нас разбились все комочки. А если жидкости мало, то выходит намного быстрее и проще. Теперь желтки с молоком и сахаром добавляю к оставшемуся молоку. Молоко я немножко подогрела, потому что так будет быстрее завариваться заварной крем. Но в принципе можно и в холодное молоко, но вы тогда дольше будете стоять возле плиты, перемешивать, чтобы ничего у вас не подгорело. Ставим заварной крем на средний огонь и постоянно помешивая, никуда не отходим, доводим его до загустения. Когда появятся первые пузыри кипения, провариваем еще 1-2 минуты, чтобы крахмал заварился. Посмотрите, какой гладкий, красивый, бархатный получился у нас заварной крем. Я его 2 минуты проварила после закипания. И сейчас можно добавить сюда 50 граммов сливочного масла. Пусть оно здесь растает. И также пакетик ванильного сахара. 10 граммов или 8, смотря какой пакетик. Перемешиваем. Также вы можете попробовать сейчас крем на сладость и если хотите добавить еще немножко сахара. Заварной крем вы можете переложить в другое блюдо, чтобы он быстрее остывал. Можно оставить в этой же кастрюльке и чтобы он у нас не подсыхал и не формировалась сверху корочка, накрывая его пищевой пленкой. Оставляем до полного остывания. Заварной крем сделали, теперь приступаем к заварному тесту. Берем 100 мл воды, 100 мл молока, добавляем 80 граммов сливочного масла, 3 чайные ложки соли и 3 чайные ложки сахара. Ставим на огонь, даем маслу растаять и дожидаемся, пока наша жидкость закипит. Смотрите, жидкость у нас начала закипать, добавляем сюда 120 граммов муки. Будем ее заваривать. Постоянно перемешиваем, никуда не отходим. И завариваем где-то 1 минуту. У вас на поверхности должна образоваться, на поверхности кастрюльки, мучная пленка. Так вот постоянно перемешиваем где-то 2 минутки. Вот видите, она уже образовалась, ни в коем случае она не должна у вас подгореть, поэтому не делайте сильный нагрев. И, конечно же, вот так вот подсушиваем тесто. Вот, посмотрите, это та пленка, о которой я вам говорила. Тесто у нас уже подсушилось, собралось в комок. Нет у нас отдельных комочков муки не промешанной. И можно снимать с огня. Перекладываем тесто в миску и даем ему остыть. Вот так вот можно его распределить, чтобы оно быстрее остывало. Оставляем где-то на 5 минут, чтобы оно у нас было не слишком горячим и можно было сюда добавлять яйца, и они у нас не сварились. Теперь по одному добавляем 3 яйца. Сначала вмешиваем одно и только потом добавляем следующее. Это можно делать лопаткой или миксером. Вот посмотрите, какое красивое получается глянцевое тесто. И вот если его поднять на лопатки, то оно рвется и формируется такой характерный язычок или латинская буква В. Вот такой густоты нам нужно тесто. Если вам не хватило 3 яиц, то возьмите еще одно яйцо, перемешайте его и добавляйте по чуть-чуточку.
чтобы получить вот такую вот консистенцию. Выкладываем тесто на противень, я уже выстелила его антипригарным пергаментом и распределяем по всему противню. Если у вас есть вот такой фигурный шпатель, то можно сделать небольшой рисунок на поверхности теста. Или же вы можете сделать неровности при помощи ложки. У меня стандартный противень от духовки размером где-то 30 на 40 сантиметров. Ставим выпекаться в уже прогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут до красивого румяного цвета. Какая же красота получилась, равномерный, такой красивый, румяный, янтарный цвет, аромат, ну просто настоящих профитролей, эклеров, все, что сделано из заварного теста. И перекладываю на решетку, чтобы корж быстрее остыл. Как видите, ничего к пергаменту не пристало, у меня был пергамент с антипригарным покрытием. Также сверху накрою полотенцем, чтобы он не подсыхал и быстрее стал мягким. Крем уже полностью остыл, снимаем пленку и будем теперь его взбивать при помощи миксера до пышности. Вот такой красивый глянцевый получился у нас крем. Корж остыл, и я его перевернула. Выкладываем крем на весь корж. Только с этого края оставляем где-то 3-3,5 сантиметра. Так, выкладываем. Здесь есть такие вот полости, туда тоже закладываем крем, чтобы все у нас было с кремом. И теперь начинаем аккуратно сворачивать. Ух. Все швом оставляем вниз. И теперь нужно нам еще его запаковать в пергамент. И также еще замотаю в пищевую пленку, чтобы не попадали никакие лишние запахи из холодильника. И теперь самое главное, нужно дождаться, пока он стабилизируется и пропитается. В холодильник ставим минимум на 2-3 часа. Лучше, конечно, оставить на ночь, но кто будет так долго ждать, когда дома такая вкуснятина. Рулет у нас стабилизировался, я оставила его на всю ночь. И сейчас вам покажу результат. Внешне выглядит как настоящий очень большой эклер. Теперь я хочу отрезать кусочек, чтобы вам показать, какой он внутри. И посмотрите, какой у нас он чудеснейший внутри. Хочу еще один кусочек отрезать. Посмотрите, какая красота. Кстати, если хотите, то можно сверху растопить шоколад и смазать его прям кисточкой, чтобы у вас еще был и шоколад сверху. Посмотрите, какой он чудесный, так и хочется его попробовать, пахнет. Очень-очень и очень вкусно. Вот такой вот профитроль с вкуснейшим заварным кремом. Обязательно попробуйте. Это намного проще, нежели порционные профитрольки или эклерчики приготовить, а результат тот же. Обязательно приготовьте, наслаждайтесь такой вкуснятиной. На любой праздник просто зайдет всем на ура. Я с вами прощаюсь. Пока, до новых вкусных рецептов.